Итак, ребятки, я вас всех приветствую, кто присоединяется к прямому эфиру. Немножечко пришлось изменить график. Сегодня посмотрим по потоку инфу. А уже позднее посмотрим, как прошли ваши ритуалы. Доброго времени суток всем. Сейчас я немножечко здесь подготовлюсь. Как у вас энергия Самайна проходит, ребятки? Заходят? Или со скрипом? Всем, кто присоединяется, еще раз доброй ночи. Доброго времени суток. Вы помните о том, что любой крадник – это ваша чистка, когда дается место новой силе. Если кто-то приходит и перекрывает одно, значит, вам должны дать 3 раза больше. Те, кто крадут, этого не понимают. А даже если понимают, то как-то туговато, судя по тому, что они делают. Итак, сейчас из этих двух я выберу одну и из нее буду смотреть, что по потоку. Будет это. Итак, ребят, поехали. Только подтверждение лишний раз. Здесь сотрудничество с энергиями, с разноплановыми. 3 направления энергии. Предки, духи рода вашего. Здесь, ребята, я вам так скажу. На данном этапе вашей жизни 2 из 3 энергий темные. 3 это чисто ваше упорство. Вы отправляете заслуженно наказание тем, кто пытался подавить вашу волю и подселить вам определенные мысли, идеи и планы. Бедолаги, пересмотрели фильм «Начало». Да, он мне тоже нравится, сама суть. Но я же также прекрасно знаю, кто знал о том, что мне нравится этот фильм. Так, по силам, понятно. Идем дальше. Пытались вам это перекрыть, чтобы вы сели в самоограничение. Чем, по их мнению, вы должны себя были ограничить? Хотели, чтобы у вас не получалась работа с этими силами, чтобы вы пытались изо всех сил, собирали, что могли, как могли, из подручных материалов. Вы знаете, эти люди хотели одного. Короче, вот люди сорта, которые нападают, да, в данном моменте времени,
Они не понимают, почему магия не работает, почему то, что работало тысячелетия, века, не работает больше. И определенно на вас. Понимаете, здесь хотели одного, а не учли, что это ваша зона комфорта. Хотели, чтобы вы не знали, куда, что, как сочетать, брать. И не понимают, что вы работаете совсем одновременно. Хотели на вас направить мир мертвых, а так и не поняли, что вы освобождаете эти души, они к вам идут как на свет. И вы с ними договариваться можете. Вы тупо прокачались, ребята. Да, возможно, жестковато, но вас прокачали. Здесь, если кого-то зацепило, не успели вовремя. Выпустить эти души, чтобы они вас не ели. Идем дальше. Кстати, нет, не идем дальше. Что делали? Вы ключи подбирали, вам крадники цепляли. Что хотели? Что получили? Так, крадники были, пробой по нижней чакре, подвязки, присоски сексуального плана были, вы сняли. Но меня вот эта вот восьмерка мечей еще смущает. Вроде бы все по ней понятно, но вы здесь, кто чистился, хорошо все. Работа легла. Ну, в смысле, ваша хорошо пошла. Восьмерка мечей, почему она актуальна для вас? Вас здесь провоцируют. Вас провоцируют на конфликт, потому что вы верховная жрица. Вы человек, сочетающий тьму, свет. Вы человек, проводящий те иные энергии. Вы человек, который несет свет другим людям. Вы помогаете другим людям, кого-то это бесит. Потому что в свое время этот человек решил, что он лучше вас. А по факту он, в принципе, вам даже, знаете, как ковриком под дверь, и то слишком большая для него это была бы роль в вашей жизни, если бы он просто ковриком под дверьми лежал у вас. Здесь, понимаете, как провоцирует на то, чтобы резко что-то вы предприняли, а вы это обнулили, предки, духи рода, это хорошо. Это есть, было, есть и будет, как бы ни пытались там это резануть. Здесь что-то разрушается, выстраивается новая структура, у вас состояние перехода. Что вы должны были резко сделать? Либо что-то по эгоизму, либо знаете, как что-то, чтобы вас ослепило. Здесь, кстати, психологическое воздействие, чтобы, знаете, как затуманенный рассудок, и вы что-то предприняли. Здесь пытались сбить вашу аскезу какую-то, либо же, чтобы вы где-то, штрафанули, поняли? И высшие силы больше вам не помогали так участливо, как они это делают. Хорошо, если, допустим, вы даже оступитесь на данном этапе вашей жизни, темные подхватят. Да, у вас темными наработки свои, поэтому они могут перебить вам сотрудничество с темными. Сейчас уточним. Нет, хрен там на воротник. Со светлыми, допустим, вы там что-то умеете, а вот с темными, ребята, не могут, потому что кончается на ум. Что разрушается? То, что против вас плели. Ребята, здесь король.
жезловый с тузом жезлов, который втягивал вас в треугольники. Мало того, что будет в треугольниках, этот человек будет находиться в больнице. Куда вы переходите? Вы освобождаетесь от родовых кармических программ. Что уходит вместе с этим? Значит так, защиты подновить однозначно. Ай, хорошо. Так, по сердцу кто идет? Связь с высшими, с родом. Окей, с темными. Окей. А теперь ход конем, ребятушки, на нашей шахматной доске. Помните, я вам говорила, были присоски, привязки? По этим каналам отправляйте. Отправляйте тем, кто их приставляет к вам. То есть убирайте их, чистить себя, это хорошо. Но так можно задолбаться по жизни. Поняли, да, смысл? Защиты прокачайте, выждите момент. Еще чуть-чуть осталось. Тогда держитесь за эти каналы и по ним отправляйте все, что вам не потребно в вашем пространстве. Таким образом, ну, добьете. Кое-кого вы добьете просто. Вот так-то. Здесь прям это показано, что у вас есть на это позволение. Вам высшие силы в этом помогут. То есть защиты, я повторюсь, еще раз проставили. На это потребуется вам определенное количество дней, допустим, да? И вдолбите. А потом уже чисточкой накроете. Завершается ситуация, когда вы находились в состоянии повешенного. Вам путали дороги, закрывали вас. Вас, какой вы есть человек, не видели окружающие. Понимаете, на вас как накидка там была. Ха-ха, вот он все же милый вышел. Мир, девятка пентаклей, 15-й аркан. Вы меня хорошо, я надеюсь, все услышали по поводу тех каналов, присосок, жгутов, которые кидали вам на сердечную чакру. Удержитесь за них крепенько и дайте просраться, так, чтобы и встать не могли. Потому что здесь люди, которые на вас нападают, они уже в состоянии аффекта. Вот, короче, знаете, да, тех, кто болеет сахарным диабетом. Вот представьте, что этот человек сидит и зажирается килограммами конфет. Вот это состояние вашего недоброжелателя. То, что его губит, он делает все чаще, быстрее, наивнее, иногда жестче, тупее. Еще тупее и еще тупее. Все больше накидывая на себя то, что в итоге его сведет в мир мертвых. Собственно, и 15-м это все прикрылось. Лапочка, обожаю эту карту, эту колоду, особенно эту карту в этой колоде. Очень интересные энергии проходят через нее. Еще я хотела задать кое-какой вопрос. Помните, был практик, к которому бывший обращался. Дяденька немножечко с радаров подушел, но на самом деле не подушел. Отвод. На вас психует. Дяденьке этому тяжело, у него стоит отвод на того человека, который пришел к нему вас заказывать. Этот мужик имеет бабло по справедливости. На вас хотелось бы, но не получается. С этого он просто имеет деньги.
Ну, за что-то он переживает. Пытается вам связь с родом обрубить, учтите это. Мужик, бывший, не бывший, тот, который пытается вам навязать свое, который, ну, ничтожен сам по себе, понимаете? И только с помощью... В принципе, по факту, на деле, в мире физики, этот человек тупо ссытся даже к вам подойти и сказать хотя бы слово. Или написать. Это не потому, что у него гордыня, это потому, что он сыкло по жизни. Ему проще через магию. Понимаете? Чистится у этого мужика от прошлого, чтобы эту ситуацию как бы обойти. Мужик имеет деньги. Почему, сука, с радара вздрыснул? Я понимаю, что ты отвод на него лоха поставил. Связь с родом перекрываешь. Ну, что тебе будет за то, что ты это делаешь? Ну, встречай мир мертвых тебе в подарок. Ты чуть-чуть не понял, на какой род ты сипнулся, блядь. Так. Справедливость у вас конченая. По 5 мечей. Пиздливая, конченая и ни о чем. Во что эти деньги тебе в итоге выльются? Отлично. У этого практика в итоге, с него послетает абсолютно все то, что создавало иллюзию о нем хорошего человека. Тяжело деньги и так идут, скоро их вообще не будет, не переживай, осталось еще немножечко. Так. Ох, как бы им хотелось, понимаете, это все на вас, а не получается. Не получается. Что вам еще нужно знать? Практик на вас бесится, потому что у вас более стабильные покровители, и вы его дали водку по определенной энергии. Это не бесы. Это слишком было бы просто. Это не бесы. Если кто понимает, о чем я, ребят, кто на таком уровне, я вас поздравляю. Я знаю, что вы будете просто слушать и понимать. Все остальные просто слушайте и понимайте, что вы можете дойти до этого уровня и понимать то, возможно, что сейчас пока что не поймете. Вы этого практика отдали в откуп определенной энергии. Я вас поздравляю. Так, что я вам хочу сказать, ребята? Практику этому плевать, правы вы, либо ваш этот мужик, который вас заказал. У практика белка. Я должен быть лучше. У меня лучше защиты, у меня лучше покровители, у меня лучше силы, я больше знаю, я мудрый. Я, головка, короче, от хуя. И вашу энергию, учтите это, с помощью магии запаяла. Чувак так и дальше продолжает работать с подселением всяких мыслей вам, особенно по ночам. До свидания. Ничего нового, ничего забавного. Продолжим. Какое наказание будет этим товарищам? Вот так вот даже. Начнем с практика. Встречай. Привет тебе от эгрегора. Защит ты больше
Защиты тебе не помогут. Что не выбери, не поможет. Тебя будут учить правильно распределять свои ресурсы. Неправильный выбор, из-за этого человек больше не будет в состоянии обнаружить те энергии, которые будут разрывать его энергополе в хлам. Неверный выбор. Здесь человек может подбухивать, но здесь очень большая грязь ниже третьей чакры. Просто все в грязи, в болоте у этого человека. И, кстати, темные силы за ним смотрят. У него с ним договора были. Смотрят и выжидают. Он должен сделать еще один шаг, и у них будет позволение на определенную вещь по отношению к телу этого человека. Этот практик до сих пор не догнал своим умом, что как бы он ни кичился, темные видят его нутро. Они видят самую суть. Да, потом будет, ой, защиты хочу, помогите, спасите. Защита обнуляться и полностью пробит будет. Я же сказала, здесь полное пробитие энергетики. Ой-ой-ой, блядь. И причем эту энергетику ты за то бабло, которое тебе он заплатил, ты же не купишь. А тупо не хватит. Просто не хватит. Итак, давайте, мужик, который пытается свою волю вам навязать. А по факту реально вот сытся и глухой, понимаете, по жизни. По жизни, причем по жизни. Решивший, что он вправе там управлять, когда у вас будет муж, когда не будет, хочу кину, хочу разведу, хочу приворожу. Да нет, блядь, давай-ка ты в могилку следом за своей мамочкой отправляйся. Ведьма тебе пропиздона натулячит. Ой, слушайте, ушел от какой-то ведьмы, которая его в треугольнике засаживала, кстати. Ну, то есть баба, которая на него херовертила магию, чтобы он бухал, проебывал то, что там в матрас натыкал, ну, в смысле денег, поняли? Это человек, который, в принципе, всегда нычет деньги, это всех, постоянно, в свое рыло. Может, потому что его отец не мог обеспечить достойно семью, и, как пример, он бутылки собирал, чтобы хоть как-то прокормиться. Ну, бывают такие папочки. Так вот, он не лучше своего. Цепь преемственности воспитания, надеюсь, вы поняли. Он хочет свалить от нее. Победы, типа, я победю. Работает над этим. Суды, договора, либо какие-то разборки, адвокаты, нотариусы. Он считает, что он будет победителем. Здесь человек кидается в бой на амбразуры, но этот человек будет изгоем. Полным изгоем. Я даже сейчас с вот этой колоды, которую мы уже прошли. Да, все будет по справедливости, я вам хочу сказать. Здесь тоже пробой энергетики, распутье. По поводу обращения к темным, к светлым, там, к роду, вообще ни о чем. Ну, просто сотрясание воздуха. Здесь не в этом суть. Здесь, понимаете, человек будет жить и не знать, что дальше. Потому что, что бы он ни спланировал, все будет разрушено. Этот человек станет изгоем. Изгоем. И это по справедливости. Он как-то, знаете, слишком перегружен, блядь, потрясающими мыслями о себе, что он великий воин, что
что он победитель. На самом деле здесь не одно подселение в башке. И вот он, знаете, кидается на амбразуры защищать какую-то свою недвижимость. Она тебе принадлежит по праву? Нет. Нет, человек больше жлобится что-то отдать. Этот мужик, вот этот вот лох, он не понимает, что он отдаст, хочет он этого, либо не хочет. Он отдаст. Это дань, это его урок, это его откуп перед уже высшими и перед своей же кармой. Поняли, да? Что бы у него там не было из недвижки, он отдаст все. Абсолютно все. Недвижимость, бизнес, стабильность, кто ему, что ему дорого, все и все будут снесены в ноль. Вот так-то. Род тебе дал возможность, род и заберет, коль использовать не умеешь. Не понял, что такое стабильность, в чем суть. В любви не разобрался, выбор неправильный все время делал. Куча магии на мужике, любовной, привороты от мамаши, от сестры, от бабы, от следующей, от третьей, от четвертой. Стиль жизни, проститутка и гондон, в который кончают все, кому не лень. Соответственно, закончит он, как заканчивают гондоны. Сколько бы он ни бегал и себя не чистил. Возможно, это на время как-то помогают ему эти чистки. А потом его накрывает. Его просто накрывает. Ему становится тяжело. Да, начинаются крадники, начинается все ради бабла. И пошли разрушения. Понимаете, урок за уроком. Вот я вам серьезно говорю. Здесь какое-то тупидло, которое не... Как вам объяснить? Давайте я вам так скажу. Хорошо, если это женщина извне. Это не так уж плохо. Но здесь... Сейчас, секунду. Здесь есть магия от его матери родной. То есть вы понимаете, что когда попадается в вашей жизни такое, как то, что ваша мать ваш злейший враг, от слова конченая мразь совсем по всем фронтам, которая просто изничтожает своих детей магией, лишь бы ей было. Блять, бывают разные, поверьте. Одна ради бабла, это тоже не так уж хреново. Другая там потом ради магических способностей. Третья еще ради чего-то, ради красоты, либо... Понимаете, иногда человечество до полного бреда вот люди есть доходят. Так вот, когда у тебя такая мамаша, пока ты не решишь эти проблемы, ты не выйдешь из этой кобылы. И даже когда она сдохнет, ты не выйдешь, пока не проработаешь себя. Так что чисти себя, хоть, блядь, заполируй. Уроки не пройдены. И будет отныне все только по справедливости. Вряд ли эти люди это понимают, потому что там жесть, девочки. Я победю, я лучший, и мальчики, я верховный, мать его, блядь, жрец. Вот такой вот сегодня раскладик экспресс на полчасика. Более детально. Почему сегодня зашла речь об этих двух петушках? Потому что петушки. Потому что один решил, что он засел, поставил вашего этого, для кого актуально, бывшего партнера, просто как щит перед собой. А этот ему еще и бабло платит на то, чтобы воздействовать на вас. И здесь, в принципе, я вам могу сказать так. 80, почти 90% из присутствующих на моем канале люди, на которых начали нападать как раз из-за тараканов в башке. То есть, соответственно, эти два петушка вам даны для прокачки.
Да, ребята, ну, звезда, карта, 17-й аркан. Поэтому не стесняйтесь, девятка пентаклей на дне, не стесняйтесь. Отшлифуйте свои навыки по полной. Практик он там, не практик. Блядь, я не знаю, есть у вас там общие дети, нет. Правильно, зайдите к решению этого вопроса. Но, как я уже и сказала, не спешите жгуты отрывать. Вот посмотрите, они сейчас обосрутся и сами начнут их пытаться выдернуть. Немножечко подождите. Естественно, продиагностируйте, как для каждого из вас это сработает. А потом хватайте, ну и душите до последнего. Это будет очень забавно, поверьте мне. Он слишком резко сдрыснул с поля видения, думает, что его не заметить. Ну а как это можно? Ну, я понимаю, разные уровни бывают. Бывает такое, что они думают, что если кто-то молчит, то ничего не видит, и они такие все умные. Какой первый вопрос? Бесплатно. О чем вообще речь, Артем? Ну, пусть ездит. Ха. Ловец снова это хорошо. Колода называется Хаш Таро. Она у меня уже давно. Но именно вот эту колоду я брала в Mystic Silk. Так что проверить чисто, что за карты они делают. Какое качество. Так что вы знаете, я еще... Давайте-ка все-таки нет, мне интересно, знаете как? Воздействие этого петуха на вас. Ой, на кладбище. Понимаете, один учит другого, как на кладбище работать. И причем откровение это получил уже, что за жадность свою будешь ты проклят. И проклят ты будешь не одной душой. Там к тебе выйдет, ну, он приколется, блядь. Вот, ну, чисто в моем случае, там мужичок реально, блядь, приколится с того, кто к нему придет. Даже уже. Иллюзии резко слетят с больной головы, на которой корона сидит из бумаги туалетной. Блядь, я не могу понять, неужели ты же сам, сука, унижаешь себя как мужчина в достоинстве, ты унижаешь себя как практик, тебе дали свыше, сниже, не лезь, сука, не лезь, нет, ты все равно продолжаешь, блядь, тебе не хватит того, что этот придурок тебе заплатил, оплатить то, что с тобой случится. Вопрос. Вот чего люди этого добиваются? Злости я уже объяснила, я сублимирую эту энергию. Нет, мы долбим. У вас своей жизни, что ли, нет? Вы настолько ущербны, у вас члены не стоят. Так пойдите, блядь, виагры купите, не знаю я, что там сделаете. Займитесь, наконец-то, собой. Вы прокляты своим же родом уже. Тупо два осла. Бегающие, блядь, изучающие. Да вы же ничтожество. Просто ничтожество. И я вас прекрасно вижу. Кошмар, блядь. Понимаете, я не могу понять, вот как... Это самоубийцы какие-то. Камикадзе. Может, они думают, что они потом притворятся, ну, мертвыми и, ну, все пройдет? Нет, не пройдет.
Так уматывайте. А что вы ждете, пока он умотает ваших детей? Мой не стесняется, херячит только направо и налево. Подавление воли ребенка. Проблемы. Чем хуже ребенку, он думает, он хуже мне делает. Понимаете? И что вы ждете, сидите? Играете в добродетель? Поверьте, до хорошего не доведет. По своему опыту скажу. Добродетель ваша вам не поможет в борьбе с вот такими конченными калеками. Понимаете, это люди больные, они конченые. Вот будет, по-моему, и все. Да не будет, блядь. Им уже везде сказали, не будет, не будет, не получается, не срабатывает, блядь. Они не догоняют, почему? Они долбят защиты, долбят защиты. Хорошо, божечки, даже Special for You, сука, в каком состоянии защиты? Карта защиты, у вас не пробивается, блядь, моя защита, ребята, вам не дано понять, какая у меня защита. Никогда вы не поймете, понимаете? Не поймете. Те, кто понимают, не занимаются таким дерьмом. Они не тратят свою жизнь на то дерьмо, которым живете вы. Это люди высоких ступеней, люди, на которых я равняюсь. Это мои учителя. Они видят это. Вы, блядь, никогда даже не поймете, что это такое. Что стоит на моей защите. А поймете, тут же и сдохнете, блядь, с перепугу. Это просто, ну, понимаете, уже заколебали. Заколебали. Знаете чем? Не тем, что они ломятся. Нет, не этим, ребята. Заколебали люди своим тупизмом, тупорылостью, потому что таких, как они, сейчас очень много. Вот представьте, что стоит большая часть планеты Земля. Да, это очищение, да, но есть и последствия этого очищения даже для тех, кто в потоке, кто идет нормальным путем. Понимаете, вот стоят и разбивают себе лоб об стену. Да, это их проблемы. Но брызгами, понимаете, как бы, которые отлетают, и вот эти вот мозги, вот как-то, ну, пачкаются одежды. Просят, выпрашивают для себя. Пиздец, блядь. Мы пришли исцеляться, но мы пиздим, как сивые мерины. Один пиздит другому, другой... Понимаете, здесь этот практик имеет того, кто заказал вас. Тот, кто заказывать пришел к практику, пиздеж ему на голову одел и имеет этого практика. Вот этот, кто вас заказывает, делает... Я же все сделал. Я же, сука, по пунктикам все сделал. Почему не работает? Да потому что ты тупой. Понимаете, магия это не пункты, по которым ты выполняешь. Да, есть определенный период, когда ты должен это делать. Но все же зависит от много чего. Понимаете? Дай один и тот же перечень пунктов, что нужно сделать и как. В деталях. Отправь двоих на погост, один вернется с легионом, второй себя уроет. Понимаете? Почему же не работает? Я же все по списку делаю. Кошмар. Если до кобы до во рту растут грибы, вы да зачем ребенку? Сделает он себе защиты. Снесите нахуй эти защиты. И уничтожьте, блядь, эту падаль. Или ваш ребенок, или вы его жалеть, блядь, собираетесь. Я вас понять не могу. Ему срано на ребенка. Срано. Еще лучше, чтобы ваш ребенок не знал, что есть. Чтобы у вас не было денег ему на еду. Потому что тем хуже будет вам. И вдруг вы к нему приползете. Он только же этого и хочет. Понимаете? Там зависть к тому, что вы можете жить, что вы счастливо живете без него. Там зависть к тому, что у вас есть. Зависть даже к тому, что вы ребенка любите больше, чем любили его.
Там маразматики, там ёбнутые люди. А вы гадаете. Пусть нацепляет на себя кучу защит. Надолго это ему не поможет. Они с него слетают вот так, на раз-два. С таких людей они слетают. Чему? За что им зацепиться? Они думают, что они пошли. Значит, подсела себе на защиту кинули, оплатили, типа, откупы дали. Беса там особо мудрая демона вызывают. И думают, оп, вот так вот все легенько делается. Ага, да, конечно. Да, раньше это работало, я не спорю. Но теперь нет. Ой, я вас умоляю, он уже на них ползает и сосет, кому не лень лижет, лишь бы хоть как-то, блядь, в этом мире, ну, хоть чем-то кому-то казаться. Расслабьтесь. Знаете, сколько их таких, которые хотят, чтобы достойные женщины, которых они, кстати, сами недооценили, унижали и считали, что они всего сами добьются, понимаете, они, женщины эти добились. А вот эти вот ничтожества в итоге возвращаются вот так по кругу, потому что, ну, блядь, делать нечего, как-то каждый раз жопа. Здесь, понимаете, здесь уже вопрос, я хочу вам сказать, я потом посмотрю расклад на интересную тему. Здесь, походу, знаете, какие мужики, которых мамаша обучала магии для того, чтобы через привороты себе подтягивать ресурс богатых баб. Причем, знаете, так, чем раньше, тем лучше. И вы, кстати, возможно, просто были одной из них. Через вас было что-то выгодно получить, ни больше, ни меньше. А теперь обраты идут. А вы не стесняйтесь, возьмите, поднимите свой уровень так, чтобы собрать обраты с каждого, кого они обидели. Будет весело, поверьте мне. Там не 1 десяток человек будет. А если подключить их каждого родовую ветку, это как геометрическая прогрессия. И вот, вуаля, у них водоворот интересных драйвовых ситуаций в жизни. Со всеми всегда можно договориться. Нет у них ангелов-хранителей. Так они хотели себе новой жизни, так они старались. Я только сказала, да неупокоенных куча. Видите, неупокоенные ради благополучия. Отрепятся хуже баб. Короче, сидят, бухают каждый по отдельности, писюны на 5:30, жизни никакой нет, смысла жизни нет, бабло уходит, людей атакуют, люди под подселением считают, что у них есть оберег, к людям идут господа на личную аудиенцию, переговорить с ними по поводу их же помысла, по поводу их договоров. Причем на физическом мире это уже срабатывает через госорганы и структуры. А физический мир – это всего лишь последствия того, что происходит изначально на других уровнях. Так что вот такой вот сегодня по потоку. Вообще ничего не предзнаменовала, даже не думала именно на этих смотреть сегодня. Ну, так уж вышло, значит, надо было это сделать. Так что, ребятки, да, во благо. Здесь совет простой. Вы должны понять, что... Как бы вам так объяснить? Но лояльности здесь не должно быть. Если хотя бы одна сука-падла тронет ребенка вашего, вы имеете полное дозволение с высших сил рвать эту гниду. Вот и все. А вдруг она проставит защиты? Ну что, ну представьте, ну ваш ребенок, конечно, да, сейчас будет жесткач,
но, пардон заранее, вы идете, видите, как ваш ребенок, допустим, там, ну не знаю, идет со школы, первые начальные какие-то классы, там первый, второй максимум. К нему подходит мужик и подставляет ему к горлу нож. Что вы будете, блядь, думать, есть ли у меня нож, или там, а вдруг у мужика какие-то крутые защитники, САМОН есть, с ментов? Да нет, вы ему глотку, блядь, зубами выгрызть должны. За то, что он на вашего ребенка там хоть как-то напал. А это родной отец по крови, допустим. Но это не отец, это так, блядь, и не донор спермы. Я не знаю, что это. Это просто ошибка вашей молодости. Это ваш урок. Я не знаю, как это еще назвать. Вы должны научиться сотрудничать с родом. Ребенок — это ваших два рода. Для рода будет что выгоднее? Ваш ребенок и будущее? Или какой-то отброс, который сливает, блядь, потенциал родовой? Тоже логику запускайте, господа, пожалуйста. Особенно у кого есть дети. Вот у нас общие дети, я сделаю. Да, ребенку может пойти. Если сделать неправильно, необдуманно, поднимайте свои вибрации, вам все покажут. Если вы переступите этот страх, и если действительно для вас дети что-то значат. И понесется только так. Получат таких пропиздонов, и все те, кто им там помогает, блядь. Это не папаша, это, ну, понимаете, это выблядки, которым надо было сдохнуть, блядь, еще там, вот, как только их выплюнули с той пизды, с которой они повылазили. Хотя тоже, знаете, так сказать, уродами не рождаются, их воспитывают недомамаши. Так что, господа, товарищи, коль вы уж на таких наткнулись, значит, и вы не аленький цветочек. Я, допустим, знаю, где мои проебы. Почему этот урок я прорабатываю. Найдите и вы свой момент, затык, скажите, тьфу, блядь, ну и хер с ним, и валите дальше. Так что вот так вот, ребят. Всем приятных энергий. Через 2 дня я даю новый эфир. Как раз у нас будут врата. Данным сегодняшним раскладом и его настроем я вас подготовила к тому, что откроется в эти врата. Кто решил размазывать сопли, размазывайтесь дальше. Расхерячивайте будущее свое, своих детей, потомство. Отрабатывайте потом это десятки тысяч лет, но только в другом измерении, и делайте, что хотите. Если вы не готовы сражаться за будущее, тем более за свое, вас тоже уберут, да и все. А будете сражаться, ну так делайте это с умом и с расстановкой. Так что, ребят, это не для того, чтобы всех кого-то там поразъебывать. Я вам серьезно говорю, 11.11, двойные врата. Будет весело. Самайн, так сказал, дал волну, сейчас заслоны снимаются, и уже в декабре этого года, осталось совершенно чуть-чуть, будет феноменальный фейерверк. Ожидайте большого поступления, давайте скажем так, материала, биоматериала в крематории и в ритуальные услуги. Они долго к этому стремились. Большинство из тех, кто сейчас уходят, на самом деле. Так что, хорошие мои, всем осознанным благ и добра. Именно добра этого мира, потому что нам в нем жить. Всем, кого мы сегодня здесь рассмотрели, сдохните, да вы уже сами, пожалуйста, побыстрее, блядь, сделайте уже этот шаг основательный, да? Че вы там так на подкрадасах? И сдохните, вам уже пора. Вы занимаете место. Вам здесь делать нечего, от вас пользы 0. Просто 0. Вы жжете кислород, блядь. Вот так вот. Всем пока-пока, ребят.